что с ним происходит из-за вас. Его чувства, мысли, планы, возможные действия в ближайшем будущем по отношению к вам. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро на отношения, на любовь, на загаданного мужчину. Этот расклад Таро для мужчин подойдет тоже, если вы хотите посмотреть с мужской точки зрения. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и сейчас мы с вами посмотрим. И начнем с того, посмотрим, кто пришел на расклад, с какой ситуацией в отношениях. Так, здесь материнство, друзья, и может быть на раскладе мама, то есть у вас уже есть ребенок с точки зрения женщины, но, возможно, у вас вопрос в отношениях упирается в ребенка, либо в рождение ребенка, либо в воспитание, либо, может быть, у вас есть дети, и они как-то влияют на то, что происходит. И материнство здесь на первом месте. Дальше у вас есть конфликтные ситуации, как минимум, может быть, в отношениях. Эти конфликтные ситуации возникают из-за ваших родителей, из-за его родителей, из-за детей. Может, кто-то подталкивает, может, кто-то стоит за спиной, но ссоры або сварки українською, да? Добре. Дальше вы думаете, что будет дальше, а дальше вы думаете, что будет дальше, да, то есть вы не до конца уверены, что вас ждет, какая дорога или как будут развиваться события. Возможно, эти отношения сейчас происходят на расстоянии, то есть на какой-то дистанции, и дорога иногда говорит о том, что, может быть, вам приходится много ездить, перемещаться в этих отношениях. Либо партнер, мужчина, женщина отдалился от вас или переехал, или вы взяли дистанцию какую-то, да. Какая-то дистанция вас разделяет, это не обязательно расстояние, может быть, сами сварки, да, або сварки, то есть ссоры вам мешают, да, и создают эту дистанцию. Дальше есть угроза того, что как минимум, либо за вами кто-то наблюдает, да, и хочет вас наказать, да, по своим каким-то мотивам, сугубо личным мотивам. Может быть, просто кто-то мешает вашей близости, да, и такое основное, что как минимум третье лицо вам мешает. А кто это? Ребенок, родители или третье лицо какое-то, да, это уже общий расклад. Смотрите по себе, да, кто у вас этот человек. И последнее. Здесь есть свадьба, да, веселье. Не веселье, а свадьба, веселье, да, то есть сама свадьба, то есть праздник какой-то, как минимум, или стремление объединиться с партнером, в общем-то, все равно, несмотря на то, что вам мешает кто-то, да, или участвует, или влияет на эти отношения, либо кто-то что-то создает дистанцию, вы стремитесь эти отношения все равно, несмотря ни на что, укрепить, объединить, сблизиться. И, если у вас еще и произойдет свадьба, то вообще было бы и неплохо, да. И может быть у вас такая ситуация, что вы накануне какого-то праздника у вас произошла ссора, да, тут тоже такой праздник, все равно свадьба это всегда праздник, праздничное мероприятие, как ни крути. И ссора могла быть по любой из причин. Мама, дети, кто-то третий, дистанция, да, и, может быть, все вместе сложилось и получилось. И угроза вашей свадьбе или вашему сближению пока что присутствует. Вот такая вот ситуация. Первое, что я хочу посмотреть, и давайте немножко посмотрим инсайты, да, вот такое, да, какую роль играет в этих отношениях мать, то есть как влияет именно мать на эти отношения, влияние матери. Мать здесь учит, навчання випадає, да. И
вы уже сами решаете. Знаете, есть люди, которые учат, но это не мешает. А есть люди, которые учат, и это мешает так, что вот из-за ее поучений возникают проблемы, возникают как минимум ссоры. Да? То есть какую роль? Роль учителя. В принципе, она и сама учится, но она учит еще, да, то есть тот, кто учит, он тоже учится, кстати. Поэтому давайте так, мать здесь учит. Окей. Хорошо, есть ссоры, да, вот проблемы реальные. Давайте спросим, кто что стоит за спиной и становится таким катализатором этих ссор. Во-первых, причины ссор у вас – это, скорее всего, группа лиц, это компания, и это кто-то либо близкие, вам люди, да, либо они относятся к вашим друзьям, каким-то образом. Поэтому истинной причиной ссор является застолье, либо разгульный образ жизни, либо веселье всякое разное, да. Как минимум это и процессы разговоров, переговоров, часто, может быть, и не в трезвом виде, а может быть, просто какие-то посиделки, да, это не обязательно выпивка, да, но, тем не менее, застолье здесь оно и подразумевает и то, и это, поэтому, как минимум, причиной ваших ссор это группа лиц, где происходят сплетни, разговоры, общение и даже перемывание костей, то есть общаются за вашей спиной. Хорошо. Какая роль дороги в ваших отношениях? То есть это может быть как дистанция, так и поездка куда-то, да? Какую роль она играет? Дорога выгодна для вдовы, но дорога также вдовеет ваши отношения. То есть, в принципе, дорога влияет негативно, если вы не хотите, чтобы эти отношения разрывались. А если вы хотите, чтобы они разорвались, тогда наоборот, или там вдовство здесь, понятно, да, потеря мужа, но как бы на разрыв, да, то есть дорога это равно разрыв, да, вот в этой ситуации. К сожалению, такая карта, вдовица, да. Доброе. Давайте смотреть дальше. В чем суть угрозы? Понятно, разрыв может быть, да, и потеря мужа там, или близкого человека, то есть разрыв отношений. Но в чем еще могут быть угрозы, да? Или, может быть, от кого они еще могут исходить угрозы? Видите, карта просится. Мы ее посмотрим на свадьбу. Угроза здесь идет от человека, который считает себя достойным влиять на эту ситуацию, то есть у него хватает авторитета, харизмы, наглости лезть в эти отношения. Поэтому от кого угроза? От человека, который считает, что достоин влиять на вашу ситуацию. И еще угроза в чем? Угроза может быть вашему достоинству, как лично вам, особенно если вы женщина, да, но здесь больше женская карта, так и, возможно, вашему партнеру, да. Хорошо. Свадьба или объединение, оно как в этих отношениях идет? Давайте посмотрим. Карта попросилась. Коль уж. Давайте спросим такой вопрос. Есть ли угроза вашему союзу? Именно союзу, весіллю, свадьбе, да, или тому, что уже вы сумели объединить или создать. Есть ли такая угроза? Я скажу да. Так, возможно, если вы считали, что ваши отношения были очень хорошими, или была идиллия, или вам много кто завидовал в ваших отношениях, да, то есть вот так. То есть вашей идиллии может быть угроза, если вы считали эти отношения идеальными или близкими к идеальным, или кто-то очень сильно вам завидовал. Давайте посмотрим теперь, чему учат вашего партнера, тут уже смотрите, мужчина или женщина,
эти отношения, что он понял по отношению к вам, да, или выучил по отношению к вам. Ну, или что, чему он научился в этих отношениях, да, вот проверим это. Что он выучил, осознал. Ну, так я скажу так, что не особо-то он и учится в этих отношениях, выводов каких-то конкретных он не сделал. Возможно, он понял, что все иллюзия, да, или ничего вообще не понял. Семерка кубков – это такая абстрактная карта достаточно. Больше о фантазиях, о мечтах. Ну, давайте так. Он понял, что мечтать не вредно, но не все мечты сбываются, да, вот так. Хорошо. Давайте теперь спросим, кто обсуждает вас и ваши отношения за вашей спиной? Кто обсуждает вас и ваши отношения за вашей спиной? Это группа лиц, и они все так или иначе замешаны и связаны с вами, с вашим партнером и с вашими отношениями. Несколько человек, скорее всего, это больше мужской коллектив, но опять-таки, это те больше, с кем у вас застолье, и с кем у вас, возможно, иногда бывают ссоры, ну, а может быть, из-за них тоже ссоры, да, то есть вы с ними поссорились, а они все сделали, чтобы поссориться с вами, да, так. А теперь хочу немножко задать такой вопрос, ну, немножко отстраненный от колеи мысли, чувства, плана действия. Вот если вам не везет именно в отношениях и, допустим, ну, либо вот партнер бросает вас, уходит, ну, вдовыться, да, или, не дай бог, уходит в другой мир, да, вот периодически. Не является ли это что-то там черное, не черная ли вдова, или есть ли черное негативное влияние на то, что между вами и вашим партнером возникает дистанция, особенно когда вы уже видите, что вроде отношения классные, да, вот идиллия, подходит партнеру, там бах, как отрезал. Ну, я в этом контексте хочу посмотреть. Ну, смотрите, сразу говорю так, карта не говорит о черной магии, но какой-то барьер у вас все-таки есть. Особенно вот для женщины эта карта вот как бы отсекает ее от мужской энергии. Или мужчины, допустим, ставят какой-то барьер, да. Ну, давайте так скажу. Подозревать здесь какое-то энергетическое, магическое можно. Ну, мы сегодня больше не про это, но мне почему-то это вдовица, да, вдовица. И эта дорога почему-то вот как-то захотелось спросить из потока, да, то есть есть какой-то барьер. И тут рядом, кстати, 5 жезлов и 7 жезлов, да, она вот о конфликте и закрытости, да, и вот эта вот ситуация, она превращает в иллюзию ваши отношения, да, вот этот барьер, точнее, превращает в иллюзию или в какую-то дикую игру, или в игру в самоограничение, да, вот в конечном итоге. Хорошо. Достоин ли ваш партнер вас? Достоин ли он вас? Давайте так спросим. Да, но эта карта достаточно поверхностная. Я скажу да, почему? Потому что это мечи и это движение, то есть вам не хватает информации. Да, но его лучше изучать дальше, то есть этот человек не до конца вами понят, изучен, ну и он вас не до конца понимает. Скорее да, чем нет. Все-таки 11 мечей – это что-то новое, возможно, или это наоборот, вы считаете, партнер достаточно стабильный для вас, да, ну, я скажу, что да, но, опять-таки, ваши отношения, они на такой стадии, где вы еще можете друг друга изучать, и, ну, это нужно делать вообще всегда, да, если вы сказали, что вы все поняли, значит, вы уже где-то у пропасти, да, как-то так. Ну, ответ да, здесь открытость какая-то идет. Хорошо, возможно ли в ваших отношениях
возможно ли идиллия, и возможно ли ее вернуть, если она вдруг сейчас утрачена. А тут у вас, смотрите, центральная карта. Как будто какая-то вдовица, да, вдовица или вдова поставила некий барьер, да, то есть, условно говоря, или какая-то черная полоса, черная кошка прошла, да, и разделила вас дистанции, да, возможно ли это вернуть? Давайте смотреть. 11 жезлов, да, возможно. Дворцы, все идут, дворцы. Это 11-ки, да, в этой колоде. Да, но опять-таки нужно много действий, много понимания, взаимопонимания, активности и энергии много. У меня такое ощущение, что остановлены вы и остановлена энергия. Смотрите, воздух и огонь – это движение намерения. Оно остановлено здесь. Окей. Хорошо. Какие чувства испытывает к вам загаданный человек? Давайте смотреть. Вот она, 7 кубков. Мечтает ли он о вас, например, да? Это ж мечты все-таки. Сомнительные. То есть партнер ваш чувствует, что он сомневается по поводу вас, а поскольку тут женщина тоже изображена, да, то он может чувствовать, что и вы сомневаетесь по поводу него. Поэтому он чувствует, что между вами есть сомнения. Особенно в материализации ваших отношений, да, то есть в финансовом вопросе, в вопросе работы в том числе, в вопросе прилагаемых усилий и распределения этих усилий, поскольку здесь 6 монет, она проигралась уже, да, то есть уже реализовалась 7, поэтому, может быть, партнер сомневается, как вы можете распределять силы, усилия, деньги и свои интересы в этих отношениях. В чем конфликт интересов в этих отношениях? Конфликтом интересов является активность, это первое, то есть энергия. Кто энергичнее, тот считает себя главным. И ребенок. Как ни крути, смотрите, он присутствует вот здесь, вот я пальчиком показываю, вы видели. И он присутствует здесь в первой карте, мать, дитя, да, поэтому ребенок, будут дети, не будут. И смотрите, кто лидер, кто первый. У кого больше сил, тот и главный. Но не всегда так воспринимает партнер один другого, да, то есть не каждый с этим согласен. Хорошо, что есть той закрытой дверью и что заставляет, например, мужчину закрываться, именно мужчину? Может быть и религиозность, безусловно, но это как минимум воспитание и папа или мама. Здесь родители. Здесь я скажу так, да, здесь может быть и отец там свои вставляет 10 центов, да, или больше, или меньше. Но по этой карте может быть и мать. Если мать авторитетная, харизматичная, религиозная или очень правильная, да, там, или догматичная, да, вот так. В общем, родители и воспитание, да, вот это вот идет. Может ли это быть религиозность вашего партнера? Да, безусловно, но за этим обычно стоит семья, как правило, группа лиц, да, социум, то есть, вот это. Что может придать динамике движения вашим отношениям? Да, тут и так динамики хватает, я бы не сказал, что оно у вас прямо застояно. Нет, наоборот, надо успокаивать ваши отношения, как ни странно. То есть, давайте так, коль уж спросили, что может придать динамике, или я в позитивном ключе, да, хотел открыть этот вопрос. Здесь, я бы так сказал, чем спокойнее вы, спокойнее ваш партнер, чем спокойнее ссора, да, и чем меньше кто-то сует свой пятак, извините за выражение, в ваши отношения, в принципе, это была бы позитивная динамика, да, вот так. Какие планы строит сейчас ваш партнер, загаданный человек, по отношению к вам? Какие у него планы на вас? Он в тупике, он не понимает, какие планы. Скорее всего, его, знаете, он как
как ребенок с одной стороны. С другой стороны, может быть ребенок в ваших отношениях. Вот. Потом он как бы между двух каких-то огней получается. Может быть, и тут еще родители. То есть никаких планов, у него полный тупик, у него проблема, он не видит света в конце тоннеля, к сожалению. И здесь, знаете, так, в его планах вылечить свое здоровое восприятие того, или вернуть свое здоровое восприятие того, той реальности, которая между вами. Потому что если раньше это была здоровая ситуация, то сейчас для него эта ситуация явно нездоровая. В чем больше всего сомневается загаданный вами человек? Или в чем больше всего заблуждается? В любви. В истинности чувств и в истинности своих чувств и ваших чувств по отношению к нему. Окей. Что может оживить и подогреть его чувства? Проверим вот эту комбинацию. Ну, смотрите, здесь есть концентрация на каком-то негативе, на какой-то тоске, на чем-то из прошлого. Вот оживить и подогреть эти отношения может быть отпускание вины, отпускание ему грехов и отпускание себе грехов. Ну, как минимум, прощение по этой карте, отпускание негативных чувств, да, и зацикливаний на негативных чувствах. То есть вам надо, если вы хотите хоть как-то разрядить ситуацию, вам нужно выходить в позитивную психологию, да, как минимум. Это как минимум для начала. Что говорит ему мать или отец по поводу вас, или как воспринимают его родители вас, ну или ее родители вас с точки зрения мужчины, да? Ну, смотрите, я бы так сказал, вы не на самом плохом счету у родителей. Слышите, не на самом плохом счету. Это очень, очень ресурсная карта, и родители видят в вас ресурс. Может быть, даже родители говорят, что там, если вы планируете ребенка, давай-ка детей рожай ему. Это раз. С другой стороны, они расценивают вас как маму. Да? Но если у вас есть дети, слышите, да, то есть если вы идете как с прицепом, тогда могут говорить, что смотри, у нее там ребенок или двое детей, да, то есть вот этот аспект материнства, он как бы здесь уже указан, да, вот, но опять-таки, если действительно у вас не один ребенок или есть ребенок, то это может быть трудностью здесь, в этом треугольнике, да, он конфликтный, ну, в этом ромбе даже, трудностью того, что ваши отношения будут, ну, как минимум, независимы от мнения его родителей, да, вот этот момент здесь он прослеживается. Хорошо. Что тревожит вашего партнера больше всего? Тревоги. Но его тревожит совместный быт, совместная недвижимость, совместный ребенок. И тревожит форма отношений в семье, да, ну вот как это будет, вот это вот тревоги. Но, по сути, его тревожит сближение, по сути, да. А в чем он видит главный тупик, главную проблему? Именно проблему. Он видит. Но он видит главную проблему в том, что он никак не может успокоиться. С одной стороны, из-за той ситуации, которая у вас, там какие-то качели идут. Ну, а с другой стороны, он питает к вам чувства и не может вас просто так бросить, оставить и так далее. Давайте посмотрим. Это любовь между вами. Что это такое? Представьте себе загаданного партнера и посмотрим, что это. Как это можно назвать? Это любовь или нет? Ну, карта вообще говорит нет. Ну, карта это еще и часто говорит хранить тайну. То есть я бы так сказал,
что это, любовь или нет, это пока тайна. То есть для вас это только открывается. Но карты не говорят об этом напрямую, поэтому, может быть, это и любовь, и вам ее нужно просто открыть еще, да, то есть вы еще, ну или это тайная любовь. То есть вы либо ее еще не открыли, либо это тайная любовь, которую надо было не сразу открывать, да, и о которой лучше бы никто пока не знал, кроме вас двоих, а тут вот так много людей знают об этом, да. Вот такое вот. Тут, смотрите, применяйте к своей ситуации, потому что жрица, она так накидывает тайну какую-то, да, сюда. А давайте спросим, готов ли он вас прощать, если вдруг вы чем-то накосячили? Ну, а если вы не накосячили, то можете посмотреть с другой стороны, надо ли вам прощать вашего партнера. Эту карту проверим. Желательно простить. Готов ли он прощать? Да. Надо ли вам прощать? Желательно, да. Если вы хотите какой-то динамики, каких-то позитивных проявлений в этих отношениях. Могут ли у вас быть дети с загаданным партнером, партнершей? Колесо фортуны. Карты говорят, что, скорее всего, да. Все зависит от обстоятельств. И смотрите, очень хорошие карты. Императрица, мир, жрица зачатия рядышком. Ну, возможно, там надо как-то открывать дороги к этому процессу, да. Но колесо фортуны говорит о том, что скорее да, чем нет. То есть какие-то шансы дает вам расклад. И, ну, сегодня вы это слышите. Для чего? Для того, чтобы услышать, да. Возможно ли с ним семья? С загаданным человеком? Давайте смотреть. Солнце, на секундочку, да. Руна Соло вам в помощь. Прямо сейчас можете себе фломастером нарисовать руну Соло на запястье, если почувствуете тепло, значит. Сожалеет ли он о том, что он сделал, что он вам сказал, как он поступил с вами? Да, разбито сердце, он себя может винить, но он винит себя. Не себя одного, он винит еще и вас. И, скорее всего, он винит третьего человека, который имеет здесь влияние, к сожалению. Но это, скорее всего, больше родители, да, вот кто-то из, может, сестра, брат, вот такое вот, но может быть знакомый, да. То есть тут трое, вот еще кто-то. Хорошо, что вам делать в этих отношениях? Ну, вам маг выпадает, да, не сидеть сложа руки, то есть вам нужно активно действовать, то есть вот она динамика, да, то, о которой я говорил. Вам нужно попытаться взять себя в руки и взять ситуацию под контроль. Не под тотальный контроль, но начать как-то пытаться управлять ситуацией. Можно ли вам магичить в этой ситуации? Карты говорят «да». Будете ли вы это делать? Решать вам, то есть, ну, маг, да, ну и пытаться манипулировать, управлять ситуацией настолько, насколько вы можете ее управлять. Если вы не умеете правильно управлять, да, то потихоньку учитесь, пробуйте, то есть пытаться, короче, влиять на ситуацию. Если вы не будете влиять, давайте посмотрим, чего вам не делать, да, чего не делать. Не брать всю ответственность на себя, не брать. Но и не сидеть на попе ровно. То есть эта карта просто как бы воздух к огню ложится. Да? То есть она говорит о том, что застоя быть не должно. У вас должна быть динамика. Не будет динамики, будет все на букву Х, но не хорошо никак. Да? Окей. Когда появится, если вдруг отдалился? Когда появится? Не ждите раньше 8 дней. Не раньше 8 дней. То есть раньше недели не появится. Эта карта часто говорит о том, что человек ушел и не вернется. Вот поэтому вам на попе ровно и не надо сидеть, если вы хотите хоть как-то повлиять на ситуацию. Хорошо. Навсегда ушел, если ушел. Перепроверим. Ну,
Это, знаете, как он меня кинул, а мне кажется, что он не докинул. Да? А вот не докинул, повешенный. Ну, смотрите, да, он отдаляется, вы рискуете потерять партнера, но у вас эти отношения не просто так. Здесь как висящий идет кармические какие-то связи. И, ну, скажу так, куда бы он ни ушел, далеко не убежит, да, глубоко кинжал сидит, ну вот он кинжал сидит, да, потому может ли он вернуться, но он далеко не уйдет. То есть здесь есть что-то неразвязанное между вами еще. И это кармическая связь. На чем она базируется, да, на чем она связана, ну, чем вы связаны? Из чего сплетены эти веревки? А сплетены веревки из долгов кармических. Да, кармические долги. И из прощения друг другу, из долгов материальных и из боли друг по другу. Слышите, как интересно? Будете ли вы вместе? Что сегодня карты скажут? Такой шанс есть, если вы продолжите работать над этими отношениями і над собою в этих отношениях. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось.